Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный торт ПП Сникерс без сахара, белой муки и трансжиров. Я научу вас делать шоколадные коржи, очень вкусную ПП соленую карамель и карамельный мусс. Это так вкусно, что никто не поверит, что этот сникерс полезный. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Яйца, кефир, сода, цельнозерновая пшеничная мука, какао, интенсивный подсластитель, ваниль, соль, молоко, кукурузный крахмал, арахис, кокосовое масло, сливки, мягкий творожок, желатин и вода. Глазурь молочный шоколад, ПП конфеты, ПП печенье, шоколад без сахара и орешки для украшения. Друзья, если вы не знаете, где купить тот или иной ингредиент или чем его можно заменить, обязательно спросите меня в комментарии к этому видео, и я постараюсь вам помочь. Первым делом испечем коржи. В чаше у меня 190 грамм кефира. Хорошо, если он будет комнатной температуры. Добавим в него 9 грамм соды. Сода должна постоять с кефиром около 4 минут. В это время подготовим все, что нам понадобится для теста. Итак, к 190 грамм цельнозерновой пшеничной муки добавляем 30 грамм какао, 20 грамм интенсивного подсластителя, 30 грамм сухого обезжиренного молока, 2 грамма соли и 1 грамм ванилина. Тщательно перемешиваем все сухие ингредиенты и отправляем их в чашу к яйцам. Сюда же выливаем кефир с содой и перемешиваем до однородности. Вот какое тесто у нас получилось. Перекладываем его в подготовленную форму. У меня это стальное кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. Маслом смазывать форму не нужно. Разравниваем. Можно немного потрясти форму и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 50-60 минут. Пока корж выпекается, можно приготовить карамель. Для этого нам понадобится антипригарный ковш или сковорода, 80 грамм сухого обезжиренного молока и 25 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваем их и отправляем на плиту обжаривать до карамельного цвета. В процессе обжарки также постоянно нужно помешивать, так как молоко собирается в комочки. Посмотрите, какой карамельный цвет должен получиться. Вот видите, все в комочках, даже при постоянном помешивании. Но это легко поправимо, так как сейчас мы воспользуемся блендером. У меня это блендер-стакан, в нем 400 грамм молока. Вы можете воспользоваться погружным блендером и смешать все ингредиенты прямо в ковшике. Сюда же добавляем 13 грамм подсластителя и 2 грамма соли. Смешиваем до однородности. И отправляем снова на плиту. Увариваем карамель, помешивая венчиком на среднем огне до загустения. Вот такая густая соленая карамель должна получиться. Она очень вкусная. Перекладываем ее в чашу, укрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать. Теперь займемся арахисом. Здесь у меня около 50 грамм обжаренного арахиса. Добавляем к нему немного кокосового масла, так, чтобы весь арахис был покрыт маслом. Мы охладим всю эту массу, масло застынет и в последующем не даст арахису размокнуть в торте. Я выкладываю арахис на пищевую пленку для того, чтобы потом было проще его достать, иначе масло прилипнет к тарелке. Раскладываем ровным слоем и отправляем в холодильник. Доставать будем прямо перед сборкой торта. Итак, наш корж испекся. Достанем его из формы. Снимаем фольгу и проходимся ножом по краю. Вынимаем корж. Шапка может быть такая неровная, как у меня, это зависит от духовки, но мы все равно ее срежем. Упаковываем корж в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Корж настоялся в холодильнике, влага в нем равномерно распределилась. Распаковываем его и нарезаем на 3 тонких коржика. Всю неровную шапку я буду срезать. Сначала намечаю линию надреза на боковой поверхности коржа. Потом прорезаю с помощью большого острого ножа все глубже и глубже, проворачивая корж.
Главное держать нож строго горизонтально, тогда разрез получится ровным. Аналогичным способом разрезаем корж на 3 части. Вот такие коржики пойдут у нас в торт. Теперь подготовим форму для торта. Я возьму кольцо диаметром примерно 17 см, чуть больше диаметра коржа. Можно сделать в том же кольце, в котором выпекался корж. Тогда торт будет голый, то есть коржи будут видны, это тоже красиво. Теперь нужно покрыть дно формы пищевой пленкой. Это нужно для того, чтобы мусс не вытекал до застывания. Бортики прокладываем ацетатной лентой и выкладываем нижний корж. Теперь у нас все готово к сборке, можно готовить карамельный мусс. Для этого смешаем 200 г мягкого творога или рикотты и 225 г соленой карамели, 8 г подсластителя и чайную ложку жидкого экстракта ванили. Вот такая масса у нас получилась. Перед приготовлением мусса она должна стать комнатной температуры. Здесь в чаше у меня 14 г желатина, замоченного в 84 граммах воды. По времени замачивания следуйте инструкции на вашем желатине. Теперь нужно его прогреть до растворения, но не доводя до кипения. Вот что должно получиться. Перед тем, как готовить сам мусс, я пропитаю корж молоком, выложу половину оставшейся карамели на корж и покрою ее орешками. Теперь все готово к приготовлению мусса. Для воздушности мусса мы взбиваем сливки в пышную пену. Здесь 170 грамм холодных сливок 33% жирности. Да, сливки это довольно калорийный ингредиент, но именно они дают муссу очень приятную и нежную, немного воздушную текстуру. И при этом общая калорийность торта все равно небольшая. Вот до такого состояния их нужно взбить и сразу остановиться. Перевзбивать сливки нельзя. Перекладываем сюда карамельную массу и смешиваем. Возможно, к приготовлению этого мусса придется немного приноровиться, но он того стоит. А я дам вам несколько подсказок, чтобы все получилось с первого раза. Сливки перед взбиванием должны быть холодными. Карамельная масса должна быть комнатной температуры и хорошо промешана. А желатин пусть будет теплый, почти горячий, около 50 градусов. После того, как сливки взбиты, уже не стоит слишком долго вымешивать мусс. Желатин нужно вливать очень тонкой струйкой и в это время активно перемешивать мусс. Мусс может получиться такой жидкий, как у меня, а может быть погуще. Это зависит от температуры ваших ингредиентов. Если он жидкий, то можно не торопиться заливать его в торт. Пусть немного охладится и загустеет. Если же у вас мусс сразу густой, то можно собирать торт, пока он не застыл полностью. Вот и все подсказки. Теперь и у вас все получится. Итак, если ваш мусс уже не очень жидкий, то можно собирать торт. Выкладываем мусс по бокам от коржа. Немного выравниваем лопаткой и кладем следующий корж. Пропитываем. Слой карамели, орешков, снова мусс и следующий корж. Пропитываем. И верхний слой мусса. Разравниваем и убираем в холодильник до полного застывания, примерно на 5 часов. По истечении 5 часов мусс полностью застыл и торт готов к украшению. Удобнее всего снять пищевую пленку с дна, пока торт еще находится в форме. Так его легко приподнять, не повредив. Теперь снимаем кольцо и ацетатную ленту. Нужно слегка протереть подложку салфеткой. Я сделаю подтеки с помощью ПП глазури молочный шоколад, рецепт которой уже есть на моем канале. Мне очень удобно делать потеки с помощью кондитерского мешка. И серединку этого торта я тоже покрою глазурью, но это не обязательно. А теперь я постараюсь красиво разместить украшения. Я использую ПП конфеты Sunset. Можно сделать любые другие, на моем канале есть уже несколько рецептов. ПП печенье, его рецепт также уже есть на канале. Шоколад без сахара и миндаль. Вот такой сникерс получился. Он очень вкусный, рекомендую вам его обязательно попробовать. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!